Никакой оттепели я не вижу. Светлану Бахмину выпустили, во-первых, потому что случай действительно вопиющий. А во-вторых, потому что, чтобы тому гражданскому обществу, которое действительно показало себя как протестующее, бросить кусок и заткнуть рот. Ну вот вам ваша Бахмина. ФСБ, или как она тогда называлась, я не знаю, она никак не могла успокоиться, что не дают преследовать. Она начала выдумывать шпионские дела. Первые дела были Пасько и, забыла, в Петербурге, вот это дело Беллоны. Дела экологистов на самом деле. Экологистов, журналистов. Потом начались дела ученых. Потом начались дела по советскому типу. Арест по политическому мотиву, обвинение уголовное. С одной стороны, это были дела национал-большевиков, которым я никак не симпатизирую, но их арестовали, людей в Горьком, а потом и их лидера Лимонова, по обвинению в подготовке взрывов. Никакой взрывчатки у них не было, ничего не было. Вот. Потом дело Ходорковского. Я помню, одна моя здешняя подруга, в свое время крупная антисоветчица, сотрудник «Радио Свобода», сказала мне: вы что с Буковским, с ума сошли? Подписываете письмо, чтобы Ходорковского признали узником совести. Я говорю: как, а он и есть узник совести. Чистый. Ну, если в тот момент, когда мы только это писали, кто-то мог сомневаться, то я думаю, за то время, что он сидит, ни у кого уже сомнений не осталось, что и Ходорковский, и Лебедев, безусловно, узники совести. На самом деле, все, чего я жду, это не от власти, а от людей. То есть от того самого гражданского общества, которого как такового у нас нет, но есть масса его очагов и ячеек, и которое господин Путин в свое время решил строить сверху, создал для этого общественную палату и так далее, и какие-то форумы, там, кворумы, а которое может строиться единственным путем, снизу. Гражданское общество могут построить только граждане. Вот чем больше людей в России станет гражданами, действительно гражданами, чем больше людей в России обретет свое личное, а вместе с ним это естественный следующий шаг и гражданское достоинство, тем ближе мы будем, простите, я все-таки говорю мы, тем ближе мы будем к построению гражданского общества.